Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим вещам, предметам, которые никогда нельзя хранить в вашем доме, чтобы не привлечь беду, проблемы и несчастья. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много важной для себя информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой информации, как и вы. Вы знаете, среди, казалось бы, нужных предметов, которые мы годами храним в своем доме или квартире, к сожалению, есть и такие, которые своим присутствием могут нанести вред хозяину дома. И тут надо понимать, что каждая вещь, какое-то время, которое она находится в доме, обладает своей незримой, но вполне ощутимой энергетикой. Вспомните, как вам приятно пить чай из своей любимой чашечки, в то время как тот же чай, налитый в другую, покажется вам даже менее вкусным и ароматным. Наверное, такое бывало. В общем, этот же принцип, только наоборот, работает и для иных предметов. Одним из самых нежелательных предметов нашего быта является мусорное ведро без крышки. Если вы до сих пор пользуетесь таким, то, пожалуйста, срочно исправляйте ситуацию. Дело в том, что мусор и отходы, обычно выбрасываемые в ведро, представляют собой в энергетическом плане сгустки негативной энергии, которые направлены на распад и разрушение. Если ваше ведро мусорное закрывается крышкой, то нежелательное воздействие просто блокируется. Поэтому, чтобы еще больше защитить свой дом, храните ведро не только плотно закрытым, но и в специальном закрывающемся отделе кухонной мебели. И не забывайте выбрасывать мусор как можно чаще. Не менее вредоносным влиянием и обладает посуда, покрытая трещинами и имеющая сколы. Вы знаете, с давних времен замечено, что в домах, где такие тарелки, кружки, салатницы не выбрасывают, а продолжают использовать, домочадцы чаще ссорятся, обижают друг друга и больше склонны к хроническим заболеваниям. Поэтому избавляйтесь всегда от испорченной посуды сразу же и без сожалений, потому что ваше здоровье и ваше душевное спокойствие намного дороже. Очень много проблем может навлечь на семью и старый стершийся веник. Учитывая, что метла и веник – это одни из самых древних человеческих оберегов, подобное состояние этого предмета может повлечь за собой полосу безденежья, вплоть до реальной нищеты. Поэтому старенький веник нужно вовремя проводить на пенсию, заменив его новым. А хранить веник нужно строго рукояткой вниз. В этом случае он выполняет функцию оберега и защищает всех членов семьи от злонамеренных чар и потусторонних существ, а также притягивает в дом удачу. Кроме того, если у вас частный дом и у вас на улице есть веник, а он, конечно же, есть, то в таком случае всегда контролируйте, чтобы рукоятка, веник был рукояткой обязательно вниз. Также, если у вас есть частный дом, пожалуйста, у вас для дома обязательно должен быть один веник, а для улицы другой. То есть два должно быть разных веника. Ни в коем случае не используйте что в доме, что на улице. Следующее, друзья, вы знаете, иногда нанести вред могут даже цветы в вашей самой красивой вазе.
Любители нежных летних цветов, ландышей, например, очень сильно рискуют, если поставят большой букет этих прекрасных, но коварных растений в своей спальне. Одурманивающий аромат ландышей способен вызывать не только галлюцинации, но и ночные кошмары, а также сильную головную боль, слабость и нарушения в работе сердца. Цветок при всей своей изящной хрупкости чрезвычайно ядовит. С давних времен темные маги использовали ландыш для приготовления своих зелий. Ядовита даже вода, в которой стояли эти цветы. Поэтому не рискуйте, лучше полюбуйтесь ландышами на лесной полянке, чем приносить их домой. И красивее, и все-таки безопаснее. Немалый вред могут причинить и старые зеркала, которые принадлежали когда-то людям, которых уже нет в живых. Поэтому никогда не покупайте зеркало в антикварной лавке или на блошином рынке, потому что вы не знаете, какую историю таит в себе этот магический предмет. Если прежний владелец зеркала страдал, болел, да еще и умер, его тень из-за зеркалья не даст вам покоя. Многие поплатились за любовь к некогда чужим, хотя и прекрасным зеркалам, и здоровьем, и душевным покоем. Запомните, зеркала в вашем доме должны быть новыми, без какой-либо истории. Исключения составляют лишь только те зеркала, которые перешли к вам по наследству от самых близких и любимых родственников, которые действительно прожили и долгую, и счастливую жизнь. К числу предметов, отравляющих жизнь в доме, относятся и чучела животных и охотничьи трофеи, головы оленей и других убитых животных. Если вы хоть немного дорожите здоровьем своих родных и своим собственным, никогда не украшайте свое жилище подобными предметами. Потому что вот именно эти предметы, они излучают энергетику страдания, боли, страха, ярости. И человек изо дня в день, который находится среди подобных вещей, он впитывает вот это негативное излучение. И, как правило, начинает болеть тяжелой, подчас неизлечимой какой-то болезнью. Поэтому, пожалуйста, избегайте того, что может вам навредить. Наполняйте свою жизнь и свой дом только тем, что действительно приносит вам радость и гармонию. Помните, у вас жизнь одна, вы не живете сначала черновик, а потом жизнь. Поэтому используйте каждую свою минуту для того, чтобы в вашей жизни всегда был поток изобилия, достатка, благополучия. Будьте благополучны и счастливы. Ваш канал Эзотерика для тебя. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Обязательно нажимайте и смотрите. Там много полезной, важной и нужной информации.